Илья. Угу. Итак, ты сейчас находишь расу Ель. Их космический корабль находится на нашей орбите. Ты перемещаешься туда к ним. Так, ну я вот вижу такой, он овальный, такой. Вижу как овал, и там несколько таких маленьких штучек. То есть там может быть стекло или небольшие выпуклости, но он в целом овальный, я вижу. Вот, ну, что-то попробуем внутрь зайти. Да, я захожу. Заходи, ты внутри. Так, я тут рядом со мной начали собираться люди. Тут довольно много, большой корабль. И у них тут внутри такая имитация природы. Ну, даже не имитация, тут правда природа. Тут огромный корабль. И, ну вот, они очень на людей похожи. Ну, кто-то поменьше, кто-то побольше. Я вот к ним подлетел. Я на траву встал. А смотри, Илья, вот этот корабль, в который ты сейчас зашел, он по каким размерам вообще, если вот так вот? Можешь его Ой-ой-ой, оценить да размеры? тут... Сейчас попробую. Ну, тут он прям огромный сейчас. Я бы сказал... Ну, не менее... Не меньше, чем где-то 10-15 футбольных этих полей в длину. А в ширину? В ширину раза в 2 меньше. И в высоту тоже. Ну нет, раза в 1,5 меньше. То в длину ну, не менее 15, в ширину, то есть не менее 7,5, а в высоту где-то, ну, в 9 больше 10, больше 9. Вот. Большой корабль, тут прям у них природа есть. И тут много кто живет, у них тут дома. Дома, кстати, они такие прям очень замаскированные. Они любят в природе жить. То есть у них там дом в дереве, например, или дом в воде. Вот. И у них там есть командный центр. Там у них все технологично. Вот, слушай, Илья, давай мы сейчас, знаешь, что с тобой сделаем? Давай мы сперва с тобой в командный центр попадем. Готов это сделать, настроиться? Да, 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 да. Настроился? Угу. Ты в командном центре. Да, у них тут такая одежда интересная. Опиши. Как прям. Ну, она как куртка, но только по всему телу. Ну, куртка, в смысле, она такая прям. Ой-ой, я не знаю, как этот материал описать, но он такой, ну, прикольный. И у них тут как кнопочки какие-то есть, можно на них нажать. Они такие: здравствуйте, мы вас знаем. Я к ним просто, ну, пытался во сне попасть. Вот. Ну И скажи, мы приветствуем их тоже? да, они прям очень рады, что мы к ним вот так вот пришли. Говорит, что я просто очень много раз у них спрашивал, типа, ну, получается у меня или нет. И вот они сейчас говорят, да, каждый раз все получалось, так что не переживай. Вот, тут их людей 5, я бы сказал, или 6 в командном центре. Вот у них тут всякие кнопочки, тут, ну тут такие прям интересные, тут даже шлема есть какие-то, такие сиденья интересные. Вот, и я тут всем руки пожимаю.
Вот. И, кстати, какие-то с волосами, какие-то лысые. Вот. Какие-то такие, ну такие, ну так, можно сказать, ну плюс-минус серая кожа, у кого-то такая, как у нас, у кого-то большие глаза, у кого-то не очень, у кого-то такие цвет глаз такой прям космический, фиолетово-синий, у кого-то темные просто глаза, знаешь, такие как у Греев. Вот. Но они такие прикольные. Илья, спроси там кого-нибудь из них, кто там у них есть старший. Пусть подойдет к тебе. А вот, вот это он мне сказал, что он очень рад, что мы пришли, что у нас все получается. Вот это вот я с ним разговариваю. Пусть представится, пожалуйста, кто он такой по званию, если у них есть какое-то звание, или по должности, как у них там, и как им к нему обращаться. Рэян или Рояль, или О, Рэянь, вот так. Или Рояль? Рэянь, вот. Риянь. Да, и он по званию, у него какая-то звезда с двумя полосками. А это что означает? Спроси. Ну, это значит, что я ответственный за этот корабль, за этих людей. Вот. Вот. Илья, знаешь, что сделай? Положь, пожалуйста, руку на его плечо, пускай он раскроет свой свет. Он на меня тоже руку положил. То есть я ему вот так, а он мне тоже вот Ага. так сделал. Вот, мы Что он оба там выпустили раскрыл? свет, он такой зеленоватый, я бы сказал. Мы на друг друга свет пускаем, и они как-то так соединяются, интересно. Мы как-то, у нас цвета соединились, и мы как-то, я не знаю, я теперь прям его чувствую, я могу на себя смотреть с его стороны, и, ну, то есть мы с ним сознанием объединились. Передай ощущения свои. Но с его стороны, вот, а, пол холодный, у него голые ноги, первое, что я почувствовал. Вот. Еще вот чувствуется, что прям я вот, ну, у меня сразу воспоминания у его, что как на их планете, ну, они на нескольких планетах живут, и там у них вообще супер продвинутые технологии, это вообще так круто, и он мне сейчас передает, ну, эмоцию, что, ну, он очень рад за меня, что мне нравятся вот такие вот всякие технологии, что и он говорит, что да, в будущем будешь ты это тоже разрабатывать, и мы вместе будем, если захочешь, конечно. Вот, но вот по его ощущениям, вот видно, что они тут прям живут, и им тут весело, они тут каждый день как будто играют, но не в игры, а для них все как игра, им тут все прям очень весело. То есть они тут спят, кстати, вот в этих же креслах по чуть-чуть, по час, два, 20 минут могут спать. И они наблюдают за планетой, и они помогают нам, ну они же не зря возле планеты, они нам помогают в этом, чтобы мы возвысили свое сознание. Вот. Но еще по ощущениям такой прям костюм приятный, и он чувствуется, что он тоже такой супер технологичный, он связан с сознанием, и он может изменить свой облик, если захочет этот костюм. Вот. Вот. Все. Как-то все закончилось. Слушай, Но интересно. они тут прям живут сотни лет на этом корабле. Им тут хорошо, им вообще А претензий вообще, нет. спроси у него, какая продолжительность их жизни, если вот как у нас в физическом плане, у нас там 60-100, ну, средняя, да, там, где Да, они у живут. них
Я вижу 700, это в 10 раз больше, можно сказать. В 10, в 11 раз больше. То есть, если у нас 60-100, то у них 700, 1100. Что-то такое. Хотя А, спроси. они в принципе могут жить сколько хотят, но им в принципе нормально, ну, жить вот так. То есть, если человек захочет, он может жить хоть 5000, хоть 10 тысяч. Но они предпочитают жить вот 700-1000. Вот. А потом тоже, я правильно понимаю, перевоплощаются? Да, перевоплощаются, они могут хоть тут, и для них это, ну, не смерть, так как они же осознанные, они просто вылетают из тела, и потом, ну, все, потом могут переродиться в этой же цивилизации, могут где-нибудь еще. И еще вот я от себя добавлю, я знаю, что они, когда... Ну, такой интересный факт, что перед тем, как умереть, они же знают, когда они умрут. Поэтому они обычно тусят, устраивают вечеринку. Это знаешь, когда ты уезжаешь в другую страну, или там, Радуются. да, или как перед свадьбой. Ты просто этот мальчишник или девичник устраиваешь перед тем, как уедешь или свадьбу, и все. Потом они уходят. Вот. Слушай, обалдеть. Да, но это я так, это я от себя, это я сам просто знаю. Ну, а он что, может подтвердить твои слова? Да, да, конечно, он говорит, да ты же там сам общался с этими, с нашей этой, с Хайлой. Там я А кто общался с такая? одной. Кто такая? Это, ну, это вот одна из них. Я этот с одной девушкой общался, которая ченнелит вот прям именно вот эту Хайлу. Вот. И мы с ней общались. Вот так. Илья, спроси такой вопрос у него. А, у нас частенько видно, что вот у нас типа, знаешь, что метеориты или что падают, да, как бы, но не долетают до Земли. А, есть такое соображение. Это случайно не рук темных цивилизаций, которые пытаются бомбануть нашу Землю, но их снаряды не долетают, и вы их ликвидируете? М, Так, ну, он хочет сказать, что вообще вас Сатурн очень хорошо защищает. И в Солнечной системе просто само по себе очень много метеоритов. И так как Солнечная система, она очень, ну, разумная, естественно, то ну, она защищает Землю. Ну, нет, он не говорит о том, что это что-то злобное. Это вот просто в этой в Солнечной системе вот так вот оно устроено. И вот Сатурн нас защищает. Сатурн, кстати, тоже очень умный. Там есть люди. Такого же типа, как мы? Нет, не-не-не, в смысле э, высокая, ну, высоковибрационные, высокие плотности, высокое пространство. Ну, то есть, ну, супер. То есть мы, ну, То есть потом можно пообщаться с ними, да, в принципе, на Сатурне? да, да, там вообще там какие-то серьезные ребята. Слушай, интересная вообще штука. А знаешь, что я еще хотел спросить у него? Они, получается, только смотрят за тем, чтобы у нас сознание у людей менялось, ну, то есть люди думали и жили в любви, к этому они ведут нас? Или у них еще Да, какие-то ну, задачи есть? также они являются частью Галактической Федерации, и они, естественно, смотрят, чтобы ну, развитие Земли не было нарушено какими-то вмешательствами. То есть они также смотрят, чтобы не было излишних вмешательств, в том числе, ну, негативных вмешательств. Вот. Слушай, классно получается. А сколько у них, говоришь, планет?
на которых они живут? Я вижу сейчас 2-3. Но у них также есть этот космический корабль, который просто огроменный, и там много кто живет, как отдельная планета. Но они, я правильно понимаю, они не воинственная, да? Цивилизация. Нет, нет, нет. Но это я, может быть, сейчас говорю уже как это. Так как я уже много чего про них знаю, поэтому я просто убежден, что они не негативные. Но судя по тому, как мы сейчас с ними общаемся, и вот сейчас свет мы объединили вместе, и они как-то просто сидят, стоят, смотрят, вот прям радуются, что я тут пришел. Ну, Слушай, Илья, спроси, задай им вопрос, они меня знают, нет? через меня они тебя знают. Могут что-нибудь сказать обо мне? Ну, так вот, продолжай. Что еще сказать? Ну все, благодарствую. Да, ну, вот так, все, отлично, ну, Правильно идем, да? конечно. Да, ну, то есть, вот, смотри, вот так, продолжай, все. Ну, и он еще улыбнулся так, ну, вот все, это почти все, что он сказал. Слушай, я представляю, как там прикольно у тебя. Да, ну, я сейчас в командном центре, тут не так прикольно, как там, Слушай, потому что там, ну, в принципе, если в чё, ты спроси у него, можно мы как-нибудь, если в чё, с вопросиками какими-нибудь, если надумаем, потом прийти и поболтать. да, ну, он еще мне напоминает, что если каждый день будешь тренироваться, продолжать к ним в сон прийти, то ты, в принципе, можешь хоть каждый день с ними во снах встречаться, вот. Но это он мне говорит, потому что я как-то так пытался, но сейчас я забросил, вот. Так что, ну, они говорят, мы всегда слышим, мы вот, вы, будьте уверены, что всегда, когда к нам обращаетесь, то мы вас услышим. Просто закройте глаза, думайте, я хочу с вами связаться, и мы уже будем вас слышать. Илья, попроси у него, пожалуйста, пускай он тебе даст проводника, чтобы посмотреть корабль. Можно это сделать, нет? Чтобы он тебе Да, устроил да, да, да. экскурсию. Да, они уже заждались, они говорят, вот, ну, наконец-то. Все, идем смотреть. Все, давай, Илья, иди смотри с ним и передавай все, что ты сейчас будешь видеть. Да, ну, мне он сейчас сначала показывает в самом командном центре, тут есть у них такой боевой скафандр. Говорит, хочешь надень, посмотришь. Ну, я надену, пожалуй, тут он прям офигенно выглядит. И тут прям, вау. Тут вообще у них тут прям Это, слушай, так это для людей. Это для нас. Это вот специально. Потому что мы привыкли, что есть всякие кнопки. И вот они вот, чтобы с нами делиться. Они сотрудничают с людьми, которые уже готовы вот на физическом плане сюда приходить. И вот они тут это держат. Ну круто. Слушай, а спроси у него вопрос. Вот они говорят, что люди на физическом плане к ним уже приходят, готовы, да, приходить, ну, уже получается так, да, в наше время. А какие должны быть у человека параметры, то есть осознанность его и там еще какие-то, допустим. Но мне вот этот вот проводник, он говорит, что открытость должна быть, никакого страха, просто полная любовь. Он, ну он просто, он уже такой говорит, да, ты все знаешь, ты уже сам ему все расскажи, в смысле тебе. Вот, и, ну, то есть, ну, медитировать надо, то есть уметь, чтобы ум был чистый, потому что они же все телепатические, и все твои мысли они слышат. А если у тебя в голове бардак, то этот весь бардак будут слышать. Поэтому нужно, чтобы ум был чистый, чтобы ты ничего не пугался, чтобы, ну, в общем, дзен. Вот. Ну, то есть нам еще с тобой работать и работать в этом плане, правильно? Да, да, Что но, он ну, скажет?
Да, но он говорит, ну, ты в любую секунду, то есть если ты сейчас сможешь себя настроить, то вот мы можем хоть сейчас с тобой видеться на физическом плане. То есть мы в любую секунду готовы. То есть это вот, Слушай, я бы хотел бы, наверное, с ними на физике увидеться. да, ну, то есть Мне было бы интересно. он, он, он говорит, вот, ну, ты в любую секунду, то есть ты вот можешь сейчас вот так щелкать, и если ты сможешь себя сейчас правильно вот настроить, то есть очистить ум, быть полностью открытым к этому, то мы, он меня повел там дальше, то мы, ну, в общем-то, мы тут все увидеться сможем. Мы тут из командного центра вышли, тут перила, тут прям показывают, тут там прям... кстати, тут с разных планет зелень. Тут пальма, я вижу, наша есть. Живая пальма, чего? Она прям двигается, она на меня вот так смотрит. Или Как это... понять, живая пальма? Ну, Подожди. я не знаю, она на меня смотрит. Вот мы идем. Спроси у Да проводника, что это он такое. смеется, он говорит, да, это все нормально. Это можно Нет, стой, сделать... стой, подожди. Что значит все нормально? Для Да, людей, он которые будут рассказывает. смотреть, допустим, материал, и для них не будет понятно. Да-да, Спроси у него, что это за вообще такое. он рассказывает, что можно растения сделать осознанными, если с ними соединиться. Ну вот, ну мы тоже так вот сделали, почему бы нет, здорово. Вот. И вот и все. Подожди, а у растения тоже душа есть, я так правильно понимаю? Ну естественно, он меня прям так за щеки, ну естественно, ну что ты. Слушай, классно. Да, тут еще к нам какие-то ребята подошли. Что за Они, ребята? ну вот эти, ну их, которые с корабля, у них тут какие-то наряды, они тут, они говорят, мы похожи на индейцев, и они тут прям, у них такое, знаешь, как это, такой, как-то из перьев, я не знаю, как это называется, у них такой еще окрас. Ну да, похоже, в общем. И они сегодня в индейцев, захотели в индейцев переодеться, вот. И они за руку идут. Ну, им просто интересно А на у них, меня смотри, посмотреть. получается тоже пол женский, мужской? Не, у них там все более вязко, то есть у них нету таких вот разделений. Это у них там фиг поймешь. Ну там у них как-то вот прям кем ты хочешь, тем ты тот ты есть. Вот там, то То есть есть, они в любой момент могут поменять тело, что ли? Ну вот, да, ты да, но сегодня мужчина, завтра ты женщина, что ли? да, но так-то ты там не обязательно, то есть категорично все так, то есть женщина или мужчина, там есть промежуточные, там есть в одну сторону, там есть в другую, вообще в третью, там как Ну, хочешь. на определенном, смотри, этапе своего взросления, они же все равно потом конкретный пол берут, да? Или... Нет, они, не, ну это как у нас, то есть какой-то человек хочет он всю жизнь мужчиной, какой-то человек захотел женщиной, а потом обратно стал мужчиной, но у них все это более... Пластично? Да, то есть, ну, то есть не то, что тебе там операцию делать, или ты должен много об этом думать. Ты можешь, ты сегодня захотел, ты стал этим. Они меня заждались экскурсию проводить, я тут с тобой Все, разговариваю. да, все, давай дальше. Ну, тут, что тут, у них тут, блин, тут вообще здорово, у них тут комнаты есть, и ты заходишь, у каждого своя комната есть, и она под себя, то есть ты можешь себе сделать, что у тебя там зима полнейшая, или там ты можешь сделать, что ты вообще в воде живешь. У каждого своя комната, и у каждого своя там атмосфера. Вот, и... О, как здорово. То есть я сейчас открыл комнату, тут одного джунгли, у другой в аквариуме живет, и вокруг него пузырь, который позволяет ему дышать. Вот, и он просто очень любит рыбок там всяких. И там есть такие рыбки, которые прям
Я таких рыб никогда не видел. Какой-то морской конек, смешанный с акулой. Вот. Да, и там какие-то водоросли такие прям разноцветные и переливающиеся. Ам. О, я вот только подумал о том, что если у них какие-то порталы, вы сразу, да, вот, смотри. И они прям как-то вот так из руки хопа, и сразу такой портал появляется, и мы тут переместились на первый этаж, где прям такая флора, фауна, всякое разное. Тут дети какие-то бегают. И у них тут прям вообще все везде так происходит. То есть тут у них какой-то тут пикник, здесь какая-то кстати, музыка-то тут у них играет, так, чтобы другим не мешать. Ты можешь себе такой вот тоже пузырь сделать, и только в этом пузыре играет. То есть ты тут много чего-то видишь, но они между собой не пересекаются, то есть чтобы всем удобно было, ты вот себе можешь ограничить что-то. Вот, и тут, например, одну секунду ничего не происходит, другую секунду все собрались, у них тут туса наступает. Вот. Я правильно понимаю, Илья, они же на физическом тоже, они же, это физика у них? Но это такая высоковибрационная физика, то есть... Они питаются чем-то-нибудь или нет, или они просто питаются энергией, чистой энергией? Они могут питаться физикой, но у них более такая тонкая еда, то есть такие, может Опиши. быть, супы какие-нибудь энергетические. Но у них есть такие фрукты, иногда То им есть у такое них, есть. допустим, если в нашу еду брать, вот то, что мы сейчас питаемся на планете, Это у них слишком только грубо. фрукты. А у них только Да, фрукты, да? да, но и то они такие более светлые, более тонкие фрукты. Вот для нас, для них наши фрукты будут такие грубоватые, слишком тяжелая пища. Вот. Даже Но, вот так. Я понял тебя. да, ну ничего, то есть если, допустим, предположить, что вдруг они оказались на нашей планете, то, ну, фрукты, наверное, будет лучше всего есть. То есть такая, вот знаешь, типа ягоды какие-то там, такая супер легкая пища. Вот Все, я там. тебя понял. Илья, продолжай дальше Не, изучать. мы тут ходим, я уже немножко приноровился ходить и разговаривать. Ну все, тогда хорошо. Но ты описывай все равно, что там Да, находится. ну тут такие какие-то, как-то телевизоры плазменные, то есть прям реально из плазмы они сделаны. И тут такое прям переливается все. У них тут а, такие какие-то инструменты есть, которые, оно состоит из одной струны, одна струна такая, но они могут так ее играть, что они слышат различия разные. Вот для меня тут слышно пиу, 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 а они там что-то прям слышат. Они прям сидят, кайфуют с этой музыки. Сидят такие прям, вот эта музыка. Вот. Ой, прям аж много всего. Ну-ка, зайдем в какую-нибудь комнату. А тут есть какая-то эм, комната, нажимаешь на какую-то присоску. Не присоску. На какую-то такую прям штучку. И ты можешь видеть разные удаленные уголки всего. И ты можешь общаться с разными людьми. О, слушай, я сейчас давай и к Хайли попробую прийти к той, с которой я общался в ченнелинге. Вот. Ну, это не я ченнелил. Ты хочешь ее найти сейчас? Да, ну просто вот сейчас мы эти всякие присоски были, я такой, я вообще давай к ней телепортируюсь. Я сейчас попробую, я Да. проводнику сказал, я пошел в командный центр попросить, чтобы они меня телепортнули. Все, я попал на другой корабль, там где она. Она сейчас как будто что-то вышивала вообще. Мы с ней пятюню друг другу дали. Подожди, Илья, вот ты куда попал сейчас на корабль, а она сама кто получается? Она тоже ну, одна из них. Ну, она ученая, там, кто она там? Она любит музыку делать. Она, Она творческая просто душа, да?
Да, но тут как бы нету особо профессии. Ну, а ей нравится вот музыку делать, ей нравится. ам, Она бывает тоже на корабле, который у земли. Она бывает поет для земли, для людей. Она, ну вот с людьми связывается. ам, Она делает какие-то видео, но это видео не назовешь, но она такие вот штучки какие-то делает. И она меня сейчас кормит, как будто бы какими-то чипсами хрустящими. Но это ну, не чипс, это какая-то вещь. А нет, прям чипсами, да. Слушай, ты что там объедаешь-то их, а? Не, а чё, она сама мне предложила. Так что Ну, я не. так, Всё. посмеялся, как бы. Так что тут все нормально. Она вообще я тут говорю, а она такая вот сует в рот. У меня слюна вырабатываться начала. Ну, что ты к ней попал сейчас? Что спросить хотел у ней? Да ничего, она тут мне мысли передает, говорит. Скоро увидимся. Ну, в смысле, поговорим. Я То думаю, есть она понимает, что мы к ней в гости придем на разговор? не, я с ней буду скоро говорить как-то. Она говорит, скоро. Вот. И тоже она очень счастлива, что я тут с ней. Говорит, вот я же ты говорила, что потом будешь с этим всем. Я вот просто с ней разговаривал перед тем, как я пошел научиться гипнозу. Я такой, ну, что там, типа, ну, как, что там, ну, ну там, нормально, ненормально, там, она говорит, вот там у тебя будет прогресс потом. Вот, и она мне сейчас говорит, вот, видишь, все же замечательно, вот он ты ко мне теперь пришел. Вот, Ну, скажи, все идет по плану Творца. да, да, а то, не то слово. Она меня в лоб поцеловала. Возвращайся в хроники. Да, Ты в хрониках? мгм, да. Сейчас, подожди, надо проверить, это я в своих или не в своих вообще. Все, в своих, наших. Сейчас, давай, знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Помнишь, мы хотели с тобой попробовать такой момент? Попробуй, пожалуйста, найти Гагарин Юрий Алексеевич, 9 марта 1934 года рождения. Настройся на его фотографию, которую ты видел. Настроился? Да, Найди его. да, вот она. Я его вижу в рубашке, брюках и туфлях. Передо мной. Знаешь что, проверь его по структуре его эфирного ДНК и сличи его с фотографией. И в процентах скажи, на сколько процентов это он? На 96, 97. Задай ему один вопрос. Юрий Алексеевич, если мы придем с вами поговорить, есть такая возможность? Да, вам повезло, что э, у меня здесь память бесконечная, так бы я уже все забыл за это время. Он предлагает присесть за вот тот стол, где там все письменное. Помнишь? Там Помню. где, да. Ну давай присядем с ним, поговорим. Угу. Не, давай, знаешь, что сделаем? Мы с тобой поблагодари его, что он отозвался, что мы попробовали, скажи, связаться с вами. Что не сейчас, в другой раз мы с вами обязательно встретимся и поговорим. Можно так сделать? Ну ладно, и он такой, ну, обнял меня, говорит, ладно, спасибо, что помните еще. Все, тогда до встречи. Да, Он, скажи, что кстати, до встречи. он себе дверь какую-то сделал и ушел.
Он тут опытный какой-то, он прям уверенный в себе человек. Он просто взял себе, создал дверь и ушел. Слушай, ну, Илья, смотри, какой у нас интересный сегодня день с тобой. Илья, знаешь что, сейчас переместись в свою комнату диагностики. Ага. Сейчас знаешь что, разложи себя на частоты. Так, сейчас я все быстро посмотрю. Мне кажется, у меня последние 3 чакры не очень заряженные. А ты знаешь что, сейчас смотри себе, просто нажми точку G, вот ты знаешь, где она находится. Ты умеешь это делать. Точку жива, что ли? Ну, конечно, чтоб свет по твоим фантомам расплылся. Так, у меня в левой руке есть что-то. Сейчас я посмотрю. Мне тут какую-то голограмму поставили, чтобы у меня мысли перенаправлялись. А, блин. Сейчас я посмотрю. Тут какая-то сова передо мной появилась. Сейчас я ее... О, вау. Я не знаю, я ее пытаюсь идентифицировать. Какая-то мудрая сова мне видится. Я не могу ее идентифицировать. Смотри, давай сейчас выйдет ответственность за это чудо-действие. Будь Вышел такой. какой-то человек. Мне, мне приходит, что это через видео пришло. Я посмотрел какое-то видео, и мне подключка проявилась. Слушай, интересно. Пускай он снимет маски и голограмму этот человек. Это человек. Нет, подожди. Не знаю, человек, но у него какие-то... Как будто он на 20%. Или он очень сильно разбирается в магии, или он прям... Ну, или не... Ну как? Он Смотри, или это немножко магическое вообще инопланетянин. явление, нет? Это Вот магия? я вот не понимаю, он или на 20% инопланетный, или на 20% магия. Потому что я вижу, он какой-то вот такой, не просто человек, он с таким... То есть он или очень опытен в магии, что я вижу, что он необычный, или же у Ага. него просто космические связи, что он необычный. Вот. Но сейчас я попробую. Сейчас. Он научился у каких-то инопланетных ребят, как делать вот то, что он сейчас на мне сделал. Он обычный человек. Но... Но вот Работает на он... темных, да? Нет, нет. Он просто для себя, он говорит, что он вообще проверял, сработает это или нет. Блин, вот найти бы его в осознанной, потому что это его неосознанная часть сделала. Он сам не понял. То есть неосознанная его часть проверяла, работает ли то, что, чему его научили, а осознанная часть даже не знала, что он это сделал. Вот, но это какой-то Я парень, я правильно бы понимаю, сказал, что он на тонком 20. плане с кем-то, короче, сотрудничает из инопланетных? Не сотрудничает, он просто однажды узнал. Он однажды связался, ну там... А с кем именно связался, сейчас тебе придет четкий ответ? эм, какие-то... Кто-то, кто... Блин. эм, вот около... Что-то около рептилоидов. Вот, то есть... Помнишь, То что есть такое? энергетика какая-то рептилоидская, но вид инопланетян, как будто бы это Грей. Вот. И такие высокие Греи. Да, блин, мне вообще не по себе. Это, Слушай, наверное, они давай, короче, мы не пришли. будем с ним, ну, в принципе, нам это не надо, давай его отключим. Да, что там, давай, сейчас пару Что будем сек. с ними? Он вообще, он без плохих намерений, он просто этим увлекался, и однажды вот он узнал от них.
Это, Смотри, Илья, я сейчас тебя, знаешь, как хочу попросить, чтобы ты сделал? Ты все там сам можешь делать и видеть, я уже да, убедился в этом. Давай да, сейчас ты сам сделай все, и откачку, и перекачку энергию себе забери свою, ему отдай его энергию, поставь фильтры, ты все это умеешь делать, сделай. Илья, посмотри сейчас себя еще раз. Все, ты чистый, фантомы чистый. но мне надо 3 последние чакры еще поднять. Они у меня на 70% заполнены. Давай сейчас сделаем их на полную мощность. Готов это сделать? Да, все, Работают все на полную готово. мощность. Да, все. Что еще? Какие неполадки у тебя в системе? Все, я думаю, все, я ничего больше не вижу. У тебя фантомы ровные? Тебе надо принимать душ, нет? Энергетически. Нет, не надо, все, все прекрасно. Все хорошо? Так, собери фантомы в копию. Да, давай меня в абсолют отправим просто так. И все, я Все, ты думаю, мне этого собрал? хватит. Да, я собрал. Итак, ты сейчас появляешься в абсолюте. Сколько надо тебе энергии, сколько поднять вибрации, ты это умеешь делать. Сделай. Как зарядишься, скажешь. Все, хорошо. Все, готово? Аж пальцы за это, как это называется? Опять фиолетовые стали? Не, нет. Как это называется? Знаешь, когда... Полики? А? Полики такие, нет? В пальцах. Знаешь, как приятная Да, патология. да, 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 вот. Оно? Да, оно. И в Слушай, ногах. интересно. Давай возвращайся себе в комнату диагностики. Угу. Все, готов отключаться? Да, готов.